Друзья, хочу сделать одну штучку для того, чтобы потом использовать в этом проекте и в других. Значит, не знаю, что получится, буду экспериментировать. Добавить стрим. Вот здесь, кажется, в миллиметрах, а здесь в метрах. Да, теперь все верно. Так. Move trim to origin. Пятерочка, вид сверху. Давайте поднастроим материал. Я хочу, чтобы это был пластик. Я хочу, чтобы это был какой-то темный пластик. Так. И что тут у нас с глянцем? Ну, пусть будет так. Окей. Так, значит, что я хочу сделать? Ух ты, тут можно поднимать на какое-то определенное расстояние. Ну, давайте на 0,3 сантиметра. Так. У меня есть вот такая штучка. Я хочу сделать, чтобы на нее со всех с 3 сторон были нацеплены ремешки. Ремешки у нас шириной где-то 3 сантиметра и высотой, допустим, 10. Так, точно это должно быть что-то не больше 5 и квад. Так, поскольку это будут ремешки одинаковые, тогда я буду делать инстансы. Ещё вспомнить бы, где это делается. Так, у нас есть симметричный паттерн, а есть инстансы. Симметричные паттерны, симметричных может быть только 2 паттерна зеркальных, а вот инстансов может быть множество. Но они не зеркальные, они просто как бы копия. Так. Мгм. О, инстанс паттерн. И нам нужно 3 штуки таких. Так. Давайте все это положим. Так, да, отлично. Так, мне нужно повернуть нет, на 60. Ага. 60. И вот так. Так у нас будут располагаться ремешки. Так. Сколько бы ну, давайте 2 сантиметра отложим для начала. Так, и что нам показывать? О, нет.
Так, то я разворачивать не хочу, я лучше это разверну. Да, оно самое. Так, у нас высота этого всего, по-моему, 4 миллиметра. Так, да. Ам, 2 сантиметра. Так, что нам нужно сделать? Ам, 90 fold rendering и realistic fold. И давайте сделаем, допустим, 2 миллиметра. Попробуем симулировать. Кажется, у меня эти штуки уехали ниже пола. Давайте их поднимем и попробуем засимулировать. Угу. Прекрасно. Так, супер. Теперь я хочу их расположить там, где трим. Давайте у трима пока что включим, где у него тут коллизия, чтобы ткань могла вокруг него как-то это расположиться. Так. Ой. Кстати, если такое произошло, то, то есть, смотрите, если вдруг вы решили перекрестно, то это решается горячими клавишами Ctrl-B, кто не знал. Так, пробуем сшить, смотрим, что получилось. Ну что, здесь получилось. Тюрнет. Да, инстансы нужно сшивать по отдельности. Они как симметричные паттерны сшиваться не будут. Отлично. Только мне вот этот загиб, целый миллиметр, не очень нравится. Ой, в 2. Давайте миллиметр сделаем. И я не люблю работать без толщины ткани, поэтому покажем толщину ткани. Так, и что еще? Угу. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу еще сшить вот эти штучки, чтобы было прям более плоско. Да, вот такая штука веселая мне нравится. Так, чтобы здесь было... Так, что у нас тут? 2,5. Почти что. 4,5. Значит, 45. Ну-ка посмотрим. Ну да, пусть будет 45. Что произошло?
Ой. Вот. Так, и еще нужно у этих штучек сделать extra collision не больше, чем на единицу. Пам-пам-пам. И вот здесь вот, возможно, вообще надо убрать шов. Не нравится. Пусть будет. Давайте тогда уберем здесь просто нормально. Типа тут приложено, но не пришито. Да? Да. Так, нормалки убираем 0. А что ж с тобой такое? Алло! Так, что-то у нас немного подглючивает. Красота моя. Что случилось? Ладно. Так, что у нас тут за тюрнет, а тут тоже тюрнет. Окей. Знаете, что еще бы я сделала бы? Так. Double side. Так, что происходит? Почему и вот это тут так колбасится? Ну-ка. Так, instance pattern 1, instance pattern 2. Эх. Ладно, давай сначала так, а потом так. Вроде бы так. Так, теперь
Вот здесь сделаем 120. И посмотрим, стал он глаже или нет. Ладно, это какая-то лишняя информация. Пусть будет так. Так, что здесь произошло? Друзья мои. М. Мгм. Тут бы я бы поставила пресет какой-нибудь. М. Какую-нибудь кожу. Только толщину такую не надо. Нам вполне себе какой-нибудь 0,5 подойдет. Что с тобой не так, а? Все вместе не хочет. Ну и отлично. Все. Только единственное, что я бы сейчас это все взяла. И перевернула. У трима у нашего коллизии не будет. Там, где мы будем это использовать, кстати. Где у него настраивается коллизия? И еще я, кажется, обнаружила одну интересную вещь. Оказывается, в Style 3D тримы могут быть в коллизии, но при этом не замороженные. То есть что это такое? Это значит, что трим может болтаться как хочет. То есть вот он тянется за этими штучками, и все с ним прекрасно. Все, наверное, так это и оставлю. Меня это устраивает. И я не буду ничего мудрить. Так, так, так. Чё мы можем. О, смотрите, классно. То есть он взаимодействует со всеми тремя вот этими штучками. Все, я это сохраняю и буду использовать в своем проекте. А ну попробуем. Так. А,
В общем, смотрите, ребят, чтобы была и коллизия, и как бы свободное поведение у этого трима, нужно симулить только на аккуратном режиме. Тогда все работает превосходно. Так, и еще у меня здесь перебор, по-моему, с углом. Это какой? Что 160, хотя, может, и не перебор. Может быть, его просто нужно отодвинуть. О, да, примерно так. И, наверное, вот так. Супер. Все, в целом мне это нравится. Что это такое? А, тогда нам нужно это не надо. А вот ткань тут бы настроить какую-нибудь. Как же это? Курт ремень назовем. Все. На этом этот урок заканчивается. И я перехожу к следующему. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Мне интересно будет почитать, что вы обо всем этом думаете. Если у вас есть какие-то пожелания, тоже будет очень интересно почитать. В общем, приятного просмотра. Пока.